Киевский ресторан попал в скандальную ситуацию из-за жителей Украины. В тексте объявления о поиске нового шеф-повара для заведения было сказано: просьба не обращаться, цитата, «никаким украинцам или другим подобным». Пользователи в сети назвали такое объявление ксенофобским. В ответ на это представитель ресторана отметил, что в заведении рады всем клиентам, однако недолюдям нет. При этом позднее его адвокат заявил, что это мнение одного ресторатора, а не всего заведения. Мэр города Гдыня Вайцех Щурек также осудил составителя объявления. Он считает, что такие слова не могут произноситься в публичном пространстве. В свою очередь, Центр мониторинга российского и ксенофобского поведения решил обратиться в городскую прокуратуру и Национальную инспекцию труда. Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Беспалько считает, что причин для такого отношения жителей Польши к украинцам несколько. Во-первых, это массовый наплыв граждан Украины в Польшу. После того, как они получили возможность езжать по безвизу на 3 месяца, поляки очень быстро сориентировались и стали восполнять свои демографические потери за счет граждан Украины, которые не являются мусульманами, а являются белыми, христианами и которые очень быстро ассимилируют. С другой стороны, этот наплыв спровоцировал протест местной очень силы, потому что украинские гастарбайтеры на нарушение, которыми правил пребывания по безвизу Польши всегда смотрели сквозь пальцы, они, собственно говоря, обрушили на и, естественно, многие польские работники были недовольны. А вместе с ним были недовольны польские националисты. Но и ко всему прочему, у польских националистов все-таки существуют идеологические противоречия с украинскими националистами. У них существует память о Волыне, о волынской резне, когда были уничтожены поляки на этой территории, причем именно в виде этнической чистки, как последствия этнической чистки. Поляки считают Львов своим городом, так же, как, впрочем, и все эти территории, которые у них носят название Восточной окраины, Крайцево-Всходной. Так что в определенные моменты даже идеологические противоречия прорывают. Это не первый случай подобного отношения к жителям Украины. В начале августа в курортном городе Салоу, Испания, во время ужина сотрудники отеля разместили в ресторане российский флаг. Украинские семьи, отдыхающие на курорте, возмутились и попросили администрацию отеля убрать флаг, чтобы не чувствовать себя ужасно во время ужина. В ответ они получили отказ. Украинские туристы попытались оставить жалобу на отель своему туроператору, заявив, что их оскорбляют и травят, а также потребовали переселить их в другое место. Однако итогом этого скандала стал лишь выставленный украинцам штраф от отеля за снятие брони. Эксперт Богдан Беспалько добавил, что в Польше, как и в целом в Европе, существует мнение, что украинцы – это быдло. С одной стороны, это исторический фон, когда поляков убеждают в том, что Польша – это страна с развитой аристократической демократией, где до 12% населения составляла шляхта, а Украина – это такое дикое поле, где живет такое схизматическое быдло, которое пытались цивилизовать, но которое вот восстало и не получилось. И в результате чего эта цивилизационная миссия не состоялась. И, соответственно, отношение к жителям с Востока, оно тоже такое вот предварительное, потому что исторические определенные нарративы этому способствуют, и то, что сейчас Украина и Польша находятся в разных категориях. Польша – это член Евросоюза, который даже ставит условия Брюсселю, а Украина – это нищий, который у ворот Евросоюза просит какие-то подачки. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну.